Приветствуем наших и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что же нельзя класть на кровать. Потому что этим самым, когда вы именно эту вещь кладете на свою кровать, там, где вы спите, там, где вы отдыхаете, там, где вы заряжаетесь на следующий день, вы разрушаете свою целостность своих энергий. И вместо того, чтобы в вашем доме, в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие, наоборот, вы привлекаете беды, неприятности и проблемы. Давайте вместе с вами будем разбираться в этом вопросе. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я миллионер», истинно да будет так. Обязательно прописывайте ваше полное имя, и пусть Вселенная это поможет быстрее вам приумножить в жизни. Пожалуйста, не ленитесь. Друзья, также хотим поблагодарить всех, кто отправляет нам донаты. Друзья, нам очень приятно, что вы нас поддерживаете. Вы знаете, многие люди даже не знают о том, что есть определенные вещи, определенные предметы, и есть определенные запреты, которые нужно соблюдать, чтобы не привлекать беды, неприятности и проблемы в свою жизнь. И первое, что нельзя делать со своей кроватью, со своей спальней, никогда никому не уступайте свою кровать. Помните о том, что ваша спальня – это то место, где вы отдыхаете, ваше тело после рабочего дня, вы отдыхаете, вы спите, оно набирается сил, энергии, и это ваше спальное место. Вы выбирали постельное белье, вы выбирали кровать и так далее, и так далее. И вы энергетически притягиваете вот те важные энергии, которые нужны вам. Но часто бывает так, что у вас есть гости, которые приехали, Бог знает откуда, и они, соответственно, находятся у вас день-два и так далее. И, соответственно, они ночуют у вас. И вот здесь очень важно, чтобы вы никогда в жизни своим гостям, даже если это ваши близкие, вам родные люди, не уступали свою кровать. Потому что таким образом вы привлечете проблемы, недопонимание в семье. И вы должны понимать и то, что вы должны спать в своей постели и под тем одеялом, которое у вас есть. Поэтому для ваших гостей вы должны выделить отдельную комнату, или у вас, допустим, это в гостиной, да, диван, да, вы должны выделить им обязательно постельное белье, обязательно полотенца чистые должны быть, именно гостевые, и подушки в том числе, потому что это очень важно. В энергетическом плане многие даже не думают о том, что, знаете, вот часто бывает так, что приезжаешь в гости, и близкие, родные люди пытаются сделать для вас все самое лучшее, но тем самым они своими руками, к сожалению, привлекают беды, неприятности и проблемы. Поэтому вы должны научить своих гостей, что да, вы им рады, но они будут почивать именно, например, в гостиной или в гостевой комнате, где все сделано именно для них и никак по-другому. Пожалуйста, не игнорируйте это правило. Даже если это ваши близкие, родные вам люди, вы не знаете, что у них в мыслях, что они думают, о чем они мечтают, и вы тем самым можете осознанно или неосознанно передать вот эту свою энергию изобилия, достатка и благополучия. Помните об этом. То же самое касается и детской спальни. Бывает так, что ребенок вырос, а комната как бы пустует, и кто-то приезжает из гостей и дают именно эту комнату. Ни в коем случае не давайте, потому что ваш ребенок и энергетика ребенка, хоть он уже и взрослый, она уже пропитана вот теми вибрациями, которые были с ребенком. Поэтому помните о том, что это детская комната, она должна навсегда остаться с энергией ваших детей, воспоминаний и так далее. А для гостей они должны осознавать и понимать, что все-таки они гости в первую очередь, а не близкие, родные вам люди. Далее, что нельзя еще делать? Итак, никогда на своей кровати
ничего не зашивайте, ни иголкой, не пришивайте, также не оставляйте булавки, потому что именно эти предметы, если они окажутся на вашей кровати, к сожалению, они могут вызвать постоянные ссоры, скандалы, недопонимания. И вообще возьмите за привычку и запомните, что нельзя хранить иголки, булавки в спальне и нельзя шить, сидя на кровати. Для этого у вас может быть кухня, у вас может быть гостиная, в коридоре, если вам светло и удобно. Вот там вот этим занимайтесь, но ни в коем случае не в спальне. Также запомните следующее правило, которое вы должны запомнить. В вашей спальне никогда не должно быть мертвых цветов или искусственных цветов. Еще бывает, что люди засушенные цветы оставляют в своей спальне или какие-то гербарии сушат. Ни в коем случае это не должно быть, потому что такие цветы – это источник мертвой энергии. И если они окажутся на вашей кровати, то, к сожалению, могут вызвать ухудшение самочувствия или же вообще со временем в вашу жизнь и ваш дом может прийти какие-то болячки, которыми вам будет очень сложно потом побороть. Поэтому 10 раз подумайте над этим и перестаньте это делать. Следующее, что, друзья, это зеркало. Зеркало никогда не должно быть на вашей кровати и вблизи вашей кровати. Вы должны понимать и то, что зеркало является посредником между миром живых и миром мертвых. Также ни в коем случае никогда не вешайте зеркала в спальне, потому что это может грозить человеку всевозможными болезнями. И вообще постарайтесь привычки избавиться, оставлять зеркала на кровати, потому что это может повлиять и на самочувствие, и на успехи в личной жизни. Далее телевизор. Конечно же, сейчас телевизоры очень красивые, компактные есть, и так с плазмой, там уже по диагонали, которая выкручивается, перекручивается и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что телевизор в вашей спальне – это зло. Как только вы телевизор выключаете, что появляется? Многие не замечали, появляется в вашем комнате черный квадрат или черный прямоугольник, который начинает ваши жизненные энергии высасывать. И, знаете, он становится как вампиром. Поэтому, если вы не можете телевизор по каким-то причинам вынести из спальни или вам некомфортно, тогда на ночь или когда телевизор не работает, накрывать белой тканью. Любая белая ткань, главное, чтобы она была чистая, и таким образом вы будете закрывать для вот этой черной энергетики, для черного, вот этой черной бесконечности, вы будете закрывать дорогу. Это очень важно. Далее. Никогда не оставляйте лекарства у своей постели и на своей постели. И очень часто бывает так, что люди оставляют какие-то лекарства или медикаменты или у кровати, или на тумбочке, или в самой тумбочке, это прикроватная тумбочка. Ни в коем случае это не делайте, никогда у вас ничего не должно быть вблизи вас лежать, связано с вашим здоровьем. Это могут быть какие-то медикаменты, это могут быть какое-то оборудование. Вы должны научить себя, что если вам нужен какой-то медицинский препарат, вы должны встать, пойти на кухню, взять водичку со стаканчиком, да, выпить, при этом в этот момент представлять, что вы здоровее становитесь, счастливее, богаче, вернуть препараты на место и после этого идти ложиться спать. Но многие, наоборот, стараются у себя в тумбочку заложить все, какие можно и не можно препараты. Вот этого делать ни в коем случае нельзя, потому что вы тем самым привлекаете болезни. Возможно, сразу это не произойдет, но вы должны понимать и то, что все имеет у нас с вами накопительный эффект. И это со временем может привести к не очень хорошим ситуациям. Кроме того, вы должны понимать и то, что вы тем самым привлекаете беды, неприятности и проблемы. Даже бывает так, что муж и жена спят в кровати, и, например, у жены постоянно есть какие-то медикаменты, которые лежат в прикроватной тумбочке. И в какой-то момент у второй половинки начинаются проблемы
проблемы с сердцем, головные боли, спазмы и так далее, и так далее. И вы знаете, это неспроста. Сначала происходило это все на энергетическом уровне, а потом постепенно уже перешло и на физический план. И помните о том, что у вас медикаменты и оборудование, которым вы пользуетесь, там, время от времени, должно быть у вас сложено в коробках, то есть не должно быть разбросано по всем тумбочкам, где можно и не можно. Запомните это правило. Далее, никогда в свою спальню и на кровать не кладите уличную одежду. Вы вообще должны себя приучить, что вы пришли с улицы, у вас для этого должен быть в коридоре шкаф большой быть или в гостиной шкаф, куда вы все разложили, если надо высушили, что надо отправили на стирку, но в вашей спальне не должно находиться этих вещей, потому что когда вы ходите по улице, вы находитесь в общественном транспорте, вы общаетесь с людьми, кто-то на вас как-то криво посмотрел, что-то произошло. И вещи, уличная одежда, она еще является и защитой для вас. Не только от холода, как многие думают, но и защитой. Поэтому мы рекомендуем время от времени вот эту верхнюю одежду отправлять в химчистку, чтобы обязательно это стирали, мыли, для того, чтобы убирать этот негатив. Обращаем ваше внимание, что когда вот вы на физическом плане видите, что у вас что-то грязное, воняет, это вы видите на физическом плане, а на энергетическом плане очень большая грязь. Но ввиду того, что многие люди не видят, они ощущают вот эту вонь, эту грязь. Поэтому подумайте о том, что ваши вещи уличные, они просто приняли на себя вот какую-то определенную дозу вот этого негатива. Возможно, это был сглаз, возможно, это были какие-то посылы. И теперь это оказалось в вашей спальне. Также в уличной одежде никогда нельзя спать. Скажете, а что так возможно? Вы знаете, есть люди, которые очень сильно устают и думают, ну и что, я вот устал, вот сейчас посплю минут 15-20, а потом уже займусь своими делами. Ни в коем случае так нельзя делать, потому что тем самым вы привлекаете, опять же, беды, неприятности, проблемы в свою жизнь. Нужно ли вам такое? Ни в коем случае. Далее, какие еще предметы не стоит класть на вашу кровать? Друзья, это у нас с вами головные уборы. Любые головные уборы, которые у вас есть, это может быть даже кепка, это может быть шапка, это шляпа может быть, ни в коем случае не должно быть у вас на кровати, потому что ничего хорошего они не принесут, кроме как проблемы, неприятности и беды. Какие еще вещи ни в коем случае не должны быть на вашей кровати? Это подарки завистливых людей, недоброжелательных людей, а также подарки тех людей, которые у вас вызвали какие-то не очень хорошие воспоминания. Ну и, конечно же, подарки тех людей, которых уже нет в жизни. Вы должны понимать и то, что кровать – это то место, где вы отдыхаетесь и вы заряжаетесь на новый день. Вот обратите внимание, иногда вы просыпаетесь в прекрасном настроении, готовы любые горы свернуть и так далее, и так далее. И бывает так, что вы просыпаетесь вот никакой, ну вот совсем вот разбитый человек. И вы знаете, это неспроста, это говорит о том, что вы своими действиями, своими мыслями, словами нарушили гармонию и баланс на вашей кровати и вашей спальне. Поэтому произошло. Поэтому никогда не несите все, что можно и не можно, на свою кровать. Для этого у вас есть гостиная, для вас есть это коридор, где вы можете все разложить, посмотреть и так далее. И тогда уже сами, уже на интуитивном уровне вы сможете для себя принять и понять, надо ли вам эти вещи нести дальше или не нужно. Далее. Старая одежда. Ни в коем случае не несите на свою кровать, потому что старая одежда, она несет негативную энергетику. Кроме того, касается одежды секонд-хенда. Бывает сейчас модно почему-то покупать именно одежду в секонд-хенде, и многие приносят домой, и куда кладут? Кладут сразу на кровать, чтобы посмотреть в зеркале, разложить какие-то вещи, полюбоваться и так далее.
Принесли домой, для начала секонд-хенда, вот, да, или те вещи, которые вам подарили, вынесите на улицу, пусть они хотя бы солнышком просушатся, после этого постирайте, опять посушите, не забудьте хорошо утюгом прогладить, и только потом уже начинайте надевать, но никак по-другому. Помните о том, что спальня, еще раз, это не то место, куда вы должны весь мусор сбрасывать и потом еще в этом спать. Далее, электроприборы. Это касается и ваших телефонов, планшетов, наушников. Сейчас очень много всевозможных гаджетов, которые все почему-то пытаются занести на свою кровать и считать, что так удобнее будут пользоваться и так далее, и так далее. Ни в коем случае не несите, ни в коем случае не используйте. Вот вы должны научить себя, что ваши все гаджеты, они должны оставаться на кухне, должны оставаться в гостиной, но никак не в том месте, где вы отдыхаете, где вы спите. Далее, что еще? Никогда в своей спальне, в своей кровати не кушайте, потому что это также, знаете, когда вы кушаете именно в спальне, падают крошки, всевозможные что-то от еды, и это приводит к бедности и к нищете. Возможно, если вы один раз это покушаете, ничего не произойдет, но учтите, все имеет накопительный эффект, и в один момент это может привести к проблемам с деньгами, к безденежью, к скандалам и так далее, и так далее. Нужно ли вам такое? Точно нет. Поэтому не стоит этого делать. Друзья, вот постарайтесь использовать эту информацию, о которой мы сегодня с вами поделились, и тогда в вашем доме, в вашей жизни обязательно будут и изобилие, и достаток, и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили, в комментарии напишите «Я миллионер», истинно да будет так. Не забывайте прописывать ваше полное имя с большой буквы и без ошибок. Понимаем, что Т9 шкодничает, но будьте, пожалуйста, чуточку внимательнее. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.